Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за расписаниями прямых эфиров, следите за новыми видео на канале. Сергей Станкевич на связи прямо сейчас. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Приветствую вас и нашу с вами аудиторию. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь, не забывайте это делать, а также ставить лайки. Конечно, если хотите поучаствовать в нашем сегодняшнем эфире, то это сделать проще простого. QR-код, который видите на экране, это и канал поддержит, и на экран прям выведет ваше послание. Если хотите заблаговременно оставить вопрос, то это в клуб зрителей Шелеста, закрытое сообщество, или же сообщество открыто в YouTube, там анонс нашей встречи, и уже пишут комментарии зрители и задают вопросы к эфиру, это финальная часть нашей программы. Также подключите чат трансляции, за что отдельное спасибо, за то, что вы уже в этом чате, уже дискутируете, уже обсуждаете Женеву, которая, в общем-то, все. То есть закончилась двухдневный раунд, да, вчера 4 часа, сегодня около 2 часов, как-то не шибко густо, и вроде как подтверждаются инсайды прессы о том, что тупик. Хотя Зеленский говорит, тупика нет, военные о многом наговорились, правда, за АЭС и Донбасс никто ничего, собственно, не добился по этим двум вопросам. Мединский очень коротко, напряженные переговоры, но деловые. Умеров чуть длиннее, но по бумажке. Прочел на английском языке о том, что, в общем-то, все хорошо, раунды, будем дальше встречаться и договариваться. Ничего не понятно. Делегаты доложат своим руководителям, собственно, об услышанном, об эмоциях, о фактах и о конкретных предложениях. Ну и никто ничего, собственно, кроме сливов, официально не декларирует. В связи с этим вопрос очень простой, но очень сложно на него ответить. Кто добился большего в Женеве? Варианты ответов: Россия, Украина, США. Никто ничего не добился, тупик. Такие 4 варианта. Этот вопрос я сразу адресую к вам, Сергей Борисович. Как вы оцениваете произошедшее в Женеве? Скорее никто ничего не добился, если иметь в виду главную цель любых дипломатических усилий – это надежное, прочное, без рецидивов прекращение войны. Вот к этой цели мы никак не продвинулись. Но это вовсе не означает, что дипломатия бесполезна, что вот такого рода контакты, они не нужны, дескать, и все будет решаться только на поле боя. Или с одной стороны на поле боя, а с другой стороны, например, с украинской поставками каких-то новых, еще не испытанных якобы вооружений, более дальнобойных ракет там, или еще чем-нибудь. Вот не продвинулись практически к миру и не могли продвинуться. Не могли. Это исключалось заведомо еще до начала переговоров по очевидной причине. Единственное, что меня обнадеживает, я сейчас скажу о причине, единственное, что меня обнадеживает, что эти переговоры были названы тяжелыми, но деловыми, и в другой еще интерпретации напряженными, что они все проходили напряженно. Это правильно, это хорошо. Как еще можно было говорить о мире, когда у власти в Киеве остается корпорация войны Зеленского, КВЗ, которая стремится затягивать войну, умножать жертвы и прикрывать бессмысленной войной многомиллиардное воровство и уличную бандитскую охоту на людей. Как можно в этой обстановке разговаривать как не напряженно и не тяжело? Только именно так, потому что если бы отклики были такие, что очень конструктивно, очень хорошо, большой прогресс, это меня бы расстроило откровенно. А вот напряженно и тяжело, да, только и можно сейчас разговаривать. Пока Зеленский остается у власти, пока корпорация войны Зеленского продолжает удерживать в заложниках украинское население, население той территории Украины, которая подконтрольна Киеву, никакого продвижения к миру реального не будет, но дипломатия должна продолжаться. И знаете для чего? Вот там присутствуют все-таки американцы, да? Они все это видят, все это слышат, они сейчас поедут все, что увидели и нового поняли, докладывать Дональду Трампу, вот они ему должны и рассказать, в какого рода тупик
Соединенные Штаты влипли, и что надо срочно из этого тупика выбираться. То есть нужно или отстранять Зеленского и его корпорацию войны от власти. Такая возможность полностью присутствует. Все инструменты необходимые есть у Трампа в руках. Или надо дистанцироваться под совершенно понятным предлогом, как это у римлян звучало «фециквот патуи, фациант миллера патентес». Я сделал все, что мог, кто может, пусть сделает лучше. То есть мы посадили стороны за стол переговоров, мы дали им какой-то вариант урегулирования, там 28 пунктов неких положили на стол. Мы несколько раз присутствовали в качестве медиаторов на этих переговорах. Все, мы сделали все, что могли. Стороны оказались упрямыми и непримиримыми, поэтому Америка дистанцируется. И пусть они дальше сами выясняют между собой отношения, а также пусть теперь Европа помогает. Вот Европа никак не продвигала ситуацию к миру, вот пусть теперь несет ответственность за финал. Вот примерно такую дилемму, я думаю, что делегация американская и доложит Дональду Трампу. Ну, может быть, еще 1-2 раунда они организуют еще, добьются, чтобы все присутствовали. А потом перед Трампом не позднее мая, середина где-то мая примерно, встанет роковой вопрос. Или дальше без Зеленского, или дальше без Трампа на переговорах. Ну, давайте так. Исход Соединенных Штатов из украинского кейса, как сейчас модно выражаются разные аналитики и блогеры, и лидеры общественного мнения, он ведь маловероятен исключительно потому, что задача-то забрать свое, ну, то, что при Байдене вложили, это неоднократно декларировалось. С точки зрения бизнеса уход равно поражение. Почему? Да ровно по той же причине, что все вот эти пляски и танцы перед промежуточными выборами в Соединенных Штатах Америки, промежуточным имеется в виду в целом власти, да, Трамп-то никуда не девается, его администрация никуда не девается, а вот законодатели могут поменяться. Так вот, это же точно возьмется на щит, это возьмется на все трубы будут об этом трубеть, из каждого утюга будут говорить: смотрите, США бросили бедную, несчастную, окровавленную Украину, и это только новый, это как мяч в ноги демократам. То есть вот, пожалуйста, давай, наноси этот электоральный удар. Плюс деньги. Деньги, которые, в принципе, интересуют американцев там, по разработке редкозема, по активам, по другим вещам. Опять-таки, перекачка энергоресурсов, об этом тоже не стоит забывать. Да? Северные потоки могут купить, и как бы не российскую нефть из России поставлять европейцам, а американскую, как бы щедро делясь, или не щедро, там уже как договорятся, делясь с Кремлем. Почему я об этом вспомнил? Сегодня новость такая интересная прошла о том, что Европа давит на Киев восстанавливать дружбу. Восстанавливайте, говорит, дружбу. Как это так? Дружбу это в смысле нефтепровод? Конечно, потому что, собственно, сунулись Фицо и Орбан к хорватам. Там, кстати, три ветки. Но, видимо, ту, которая идет в Венгрию. Да. Говорит: хорваты, подсобите, давайте, пропустите российские энергоносители. Хорваты говорят: нет, ну раз нет, на нет и суда нет. Украина, давай-ка отремонтируй то, что в том числе и сама разрушала там на территории Российской Федерации, то есть конкретно. Поэтому я вот и вспомнил энергоносители. Как вам кажется, вот если мы исключим вариант исхода Америки, ну, тем более даже если он будет, то это будет только вербально и полностью не уйдут, то по какому дальше сценарию война будет развиваться? Орешники полетят куда зря? Ну, смотрите, вы начали с того, что Трамп якобы испугается неких негативных имиджевых издержек, если он дистанцируется. Нет, не испугается. Это продолжение его классического нарратива. Он всего год пока что у власти, всего год. И его позиция следующая: не моя война, война Байдена. Если бы я правил, ничего подобного не было. Вы, демократы, втянули Украину в безнадежную, заведомо безнадежную войну. Втянули, да? При вас никаких нормальных переговоров не было. Я взялся за вами разгребать кучу навоза
за вами взялся разгребать. Я привел стороны к переговорам. Я им на стол 28 пунктов положил, перед этим их обсуждая там на всех мыслимых и немыслимых площадках. Они при мне, под моим, так сказать, контролем и надзором, ну, с некоторым преувеличением, он всегда с преувеличением говорит, да, они несколько раундов таких переговоров провели. Я каждого убеждал, давай. Я давил, кстати, на обе стороны, но на Россию больше. Санкции-то были только против России. Я же не вводил санкции против Украины. Вот я как бы на российскую сторону гораздо больше давил. Все сделал. Что еще мог сделать? Я же не войной пойду на Москву. Правда? Так что я сделал все. Пошли вы нафиг с вашими претензиями. К себе претензии предъявите. Это вы все натворили. И так далее. Так что от этого он легко отобьется. На него не повесишь гибель корпорации войны Зеленского. Она заслужила гибель. А вот другие сюжеты, вами затронутые, тут действительно есть некие резоны, о которых стоит порассуждать. Действительно, у Трампа есть определенный экономический интерес. Есть и приблизиться к этому интересу экономическому Трамп может именно через прекращение военных действий. Какой бизнес, какая там добыча полезных ископаемых, какие транзитные выгоды, какие энергетические выгоды, пока энергетику выносят ежедневными налетами и пока там полыхает зарево каждую ночь на месте последних каких-то промышленных предприятий. Понятно, что для того, чтобы к бизнесу приблизиться, надо тоже отстранить корпорацию войны Зеленского от власти и побыстрее все это закончить прочным миром. Нет прочного мира, который гарантирует от рецидивов новых военных. Нет инвестиций, а инвестиции-то частные. Нет же государственных инвестиций со стороны Соединенных Штатов Америки, куда бы то ни было, и тем более в зону Украины. Нет. Вот закончили боевые действия, гарантирует, скажем, американская сторона, что да, этот мирный договор, мы тоже его гаранты, мы тоже его архитекторы. Гарантирует. Тогда можно вкладывать деньги частным корпорациям. Так что здесь интерес как раз работает в том же направлении. Вы, кстати, упомянули там восстановление этой самой нефтепровода «Дружба» и венгров. Да, венгры настаивают, и вроде бы Европа настаивает, потому что отсутствие поставок по этому самому нефтепроводу развязывает Венгрии руки для гораздо более неприятной для Евросоюза идеи. Только что Петр Сиярто, замечательный министр иностранных дел, замечательный, я не преувеличиваю, удивительный по эффективности министра иностранных дел Венгрии и вполне вероятно, я надеюсь, преемник Виктора Орбана в дальнейшем. Так вот, он только что заявил, что уже подписаны контракты на поставку венгерским нефтегазовым монополистам МОЛ поставки российской нефти на Хорватию. Там есть большой на острове большой терминал по приемке нефти, дальше идет нефтепровод, и он вполне может доходить и до Венгрии, доносить до Венгрии нефть. Вы не даете нам завозить по нефтепроводу «Дружба» по земле, ну так мы будем поставлять по морю. Мы что, без нефти останемся? Вы что, вынуждаете нас на топливный голод? Вы нас заморить решили, нас, европейскую державу, члена НАТО и члена Евросоюза? Не выйдет. И вот я, как представляю себе, это венгры, это та же корпорация МОЛ будет теперь фрахтовать танкеры, подгонять их к Новороссийску. Дальше они пойдут до этого самого терминала на Хорватском острове, и там будут сливать нефть. И что, кто-то будет перехватывать эти танкеры? Ну почему? Украина будет подбивать. Кто-то объявит их законной целью. Ну, смотрите, да, объявит Украина. Смотрите, сегодня очень интересное, заманчивое такое, ну, в духе вот того, что мы обсуждаем на самом деле, если комплексно пытаться смотреть, да, смотреть комплексно. Давайте попробуем. Сегодня ГУР украинский публикует интересную информацию. Есть такие комплексы, Тритон называются у российской стороны. Ну, аналог вот этих Сибэйби, Малюков, только немножко
совершенственнее, потому что более усовершенствованы, потому что они там до 100 километров в час прут. Ну, в общем, быстроходные. И вот, собственно, готовится кампания по ударам по судам, которые идут в Украину. Соответственно, страховка взлетает до небес, и никто туда ходить не будет. Никакие там грузы абсолютно. То есть, вот оно какое готовится отрезание от моря. Соответственно, Украина будет делать то же самое. Поэтому Венгрия, там же кто? Там Орбан с большим животом, как говорил Зеленский в Мюнхене. Поэтому да. Венгрия не указ. Как он изящно выразился. Я не верю в то, что Украина решится реально атаковать танкеры, зафрахтованные венграми. И еще, может быть, кстати, Венгрия пойдет еще дальше. Она не будет только чужие танкеры фрахтовать, скажем, там греческие или мальтийские. Большинство их же танкеров возят нефть. А еще и внесет какие-то танкеры в свой реестр. Венгрия имеет на это право, несмотря на отсутствие выхода к морю, и даст им свой флаг венгерский. И тогда это будет венгерской территорией, этот танкер, идущий с купленной венграми нефти под венгерским флагом. И в случае атаки на такой танкер, да, это акт войны, это нападение на территорию страны НАТО, неспровоцированное нападение, и Венгрия может активировать 5-ю статью НАТОвского договора. И посмотрим, как эта 5-я статья знаменитая сработает в этой ситуации. Реально на Венгрию напали, ее атаковали, она активирует 5-ю статью, и у великого и ужасного блока НАТО роковой вопрос. Вмешиваться или не вмешиваться? Да. Девальвировать свою 5-ю статью или не девальвировать? Но что-то мне подсказывает, что все-таки до столь драматического события дело не дойдет. Смотрите, Сергей Борисович, если мы так о Европе заговорили, мы так начали с Восточной Европы, там только что побывал Рубио, да, там только что покусал Зеленский Орбана, ну и так далее. Но тут же интересная деталь вот этих женевских переговоров случилась. Она заключается в том, что первый день прошел долго, насыщенно, второй день короче по подгруппам, но между первым и вторым днем была еще встреча с советниками Италии, Франции, Англии. Это выглядело максимально комично, когда Зеленский вчера сообщил с гордостью, ну, а как же без гордости о таком сообщать, что это он попросил страны Европы подтянуться, ну, вот подъехать, потому что мало ли вдруг там чего не так. Ну, и те, конечно, подъехали, поселились в гостинице, и после встречи основной трехсторонней встретились с украинской делегацией. Об этом отчитался Умеров, все как бы честно. Но там же как было заявлено, я вот тоже об этом хочу, чтобы мы порассуждали. Эти советники от европейских стран должны были встретиться с украинской делегацией и с российской одновременно. Нет, с американской имеется, с американской и украинской. Но американцы не согласились на эту встречу, по крайней мере, если, о ней ничего не известно. Какая-то вот очень и очень похожая ситуация. Помните, Анкоридж, а потом все поперли к Трампу в Белый дом, сидели перед ним за столом и дружно просили вместе с Зеленского. Ну, тут как бы Зеленский типа лидер, да, и к нему лидеры приехали. А это вроде как советники-переговорщики, к ним помощники лидеров приехали. То есть схема-то одна и та же, как бы по вмешательству в конструктивные договоренности. И, походу, работает. Ну, идея та же – вмешаться в ход переговоров и нанести удар с тыла, из засады с тыла, но исполнение другое. Исполнение – это просто песня. Такого еще мировая дипломатия не видела. Действительно, вот в разгар этих тройственных консультаций специальная бригада дипломатическая проникла в Женеву. Там представители Британии, Франции, Германии и Италии подъехали. Их никто не приглашал, но, как выяснилось, они сослались на личное приглашение Зеленского, которого самого не было в Женеве.
Значит, они туда приехали, заселились в тот самый отель «Интерконтиненталь». Это знаменитый такой дипломатический отель. Он довольно большой, там больше 330 номеров, и отель не закрывается на время переговоров и как бы пускает и прочих всяких гостей. Так вот, они туда же заселились и принялись атаковать с тыла. Вот вполне в европейском нынешнем духе. То есть, они ловили участников там в холлах, в коридорах. Надеюсь, до ловли участников в туалетах дело все-таки не дошло. Но вот глава самой большой этой специальной группы советников по безопасности Джонатан Пауэлл, он возглавлял представителей, это советник по безопасности нынешнего премьера Кира Стармера, и возглавлял группу британцев, там самую крупную. Так вот, он поймал, как говорят свидетели, американцев за завтраком. Там же как люди идут себе утром на завтрак, общий зал, где все сидят, пьют кофе и едят круассаны. И вот он там поймал американцев, сел за столик с Уиткофом и Дрисколом и очень долго их там к чему-то склонял. Вот. И таким образом они там, собственно, и действовали. И смысл всей этой активности, насколько можно было услышать прочим участникам, проходившим мимо, заключался в том, что никаких уступок, ни в коем случае ни по одному пункту, ни в коем случае никаких уступок сейчас и никаких обещаний, что вот чуть-чуть еще в будущем и, может быть, где-то уступим. Более того, жестче и наступательнее, дескать, надо действовать, потому что Трамп выдыхается. Трамп выдыхается, вам немного еще простоять и немного продержаться, а там будет легче, и европейский тыл у вас есть. Вот примерно смысл того послания, которое транслировали эти самые советники по безопасности. Их, видимо, тревожило, а не дадут ли какую-то слабину украинские представители. Вдруг они, вот воздух свободы, свойственный, как мы знаем, из классики в Женеве и вообще Швейцарии, вдруг он сыграет злую шутку с представителями Украины, и кто-то в чем-то дрогнет. Кто-то вдруг подумает: слушайте, а зачем нам бороться за безнадежное дело? Это ведь не Трамп выдыхается, это Зеленский выдыхается. Так, может быть, подумать, не побоюсь этого слова, о будущем страны. А если нет способности и воли подумать о будущем страны, может быть, о собственном будущем подумать. Вот, видимо, такого рода злые шутки швейцарского воздуха свободы и пытались преодолеть эти самые посланцы Европы. Меня поражает, плохо поражает следующее. Это практически невероятно представить, но до сих пор не было никаких практических шагов, кроме деклараций, со стороны европейских представителей, со стороны лидеров крупнейших опорных стран Европы установить свой самостоятельный европейский трек переговоров с Москвой. Не было ничего. И вот когда-нибудь и в учебниках истории это назовут позором европейской дипломатии. Но я думаю, что еще раньше эти слова «позор» скажут избиратели европейских стран, потому что Европа вступает в цикл выборов. И я думаю, что вот эта элита, европейская элита, проявившая такого рода неспособность, такого рода уровень деградации ответственности и деградации внешнеполитического мышления, вот я думаю, что ответят перед избирателями по всей строгости. Сергей Борисович, еще о переговорах. Очень интересный нюанс. Вчера все обсуждали о том, что раскол в украинской делегации. Буданов за то, чтобы использовать окно возможностей. Он о нем еще говорил давно, называя середину февраля. Ну, немножко позже получилось, но тем не менее февраль. Ну, а другие сторонники Ермака, так сказать, да, они, в общем-то, ну, или как
как-то под чарами Ермака находящиеся представители, в том числе и в переговорной группе, против того, чтобы... Разбойники Али-Бабы против. Против того, чтобы вот брать и договариваться. И якобы за скорейший мир у нас выступает Буданов. Насколько, как вам показалось, уже судя по итогам, ведь вчера только был первый день, все ждали сегодняшнего второго, и поэтому так это все очень живо обсуждалось, насколько итоги переговоров подтверждают эту версию или опровергают ее? Лицом, ну или как сказать, представителем или главой переговорной группы, видите, в общем, бумажку прочитать дали Умерову. Он типа главный, не Буданов. Хотя, конечно, очень много внимания в украинской делегации было обращено к Буданову. Интересный и, может быть, неожиданный для вас будет ответ. Не знаю конкретно, что там говорил Буданов, и тем более не знаю, что у него в голове, но вот исторически я понимаю ситуацию, и она выглядит следующим образом. Как обычно завершались такого рода казачьи крестьянские войны, да, с крупным каким-то противником, и в том числе и казачьи войны, проходившие на территории нынешней Украины когда-то, когда казаки боролись там то с Речью Посполитой, то с московским царем, то с турецким султаном. Как они часто завершались? Они завершались часто тем, что происходил внутренний переворот в казачьем войске. То есть казачья старшина понимала, что атаман не тот, атаман губит общее казачье дело, уже давно пора договариваться и получать какие-то авансы на будущее, а атаман валяет дурака. Вот. И, в принципе, надо бы от него избавиться. И казачья старшина или вязала атамана и сдавала его головой противнику, супостату, в обмен на то, что им какое-то будущее будет обещано. Ну, или одного атамана убирала и ставила другого. Вот такого рода ситуация зреет, на мой взгляд. А теперь, если отвлечься от исторических аналогий, которые Зеленский изящно именовал дерьмом, и обратиться к такому конфликтологическому анализу. Так вот, по всем законам конфликтологии сейчас на очереди в Украине, внимание, раскол элит. Раскол элит, потому что страна оказалась в системном и даже историческом тупике. Действительно, Зеленский, понимая, что в условиях мира у него нет ни позиции, ни будущего, продлевает войну и готов тратить страну до конца. Он готов тратить до конца весь потенциал страны, всех людей страны и все интересы страны, включая интересы вот этой самой старшины, этого самого верхнего слоя, который поднялся, укрепился и хочет иметь будущее. Зеленский все это тратит только потому, что это вопрос его личного и, может быть, какой-то небольшой группы выживания в политике и вообще в политической жизни дальнейшей. Он это продолжает, значит, нужно избавляться от него. А каким образом избавляться так, чтобы не бежать на другую сторону? Да? Потому что просто бежать на другую сторону ты ничего особенного этим не завоюешь. А вот как избавиться так, чтобы и в стране у себя сохраниться? А это значит, надо бросить прямой и открытый вызов. И меня удивляет, вот по всем законам и истории, и конфликтологии сейчас должен кто-то, скажем, тот же Буданов. Но я больше ожидал, и первое такое движение ожидал от Залужного в Лондоне. Вот давайте мы с него начнем. Чего он там торчит в роли этого посла? Бессмысленно и жалко. Вот что он торчит? Страна гибнет, а он торчит в роли посла. Вот почему бы ему сейчас, великому военному герою Залужному, не уйти с этого поста посла, в том же Лондоне, допустим, создать какой-то штаб национального спасения или где-то еще, и не сказать: да, я считаю, что Зеленский ведет страну к гибели.
Я считаю, что страна заслужила уже другое лидерство. Я бросаю ему вызов. Я поведу вас к миру. Вместо этой корпорации, которая губит страну ради прикрытия шайки воров и гигантского раскрадывания национального достояния и иностранных денег. Я готов. Все, кто разделяют мои взгляды, все, кто считают, что да, пора менять власть и переходить от войны к миру, устанавливайте со мной контакт, я там-то и там-то, я собираю людей, я формирую помощников, мы начинаем вырабатывать новый проект новой послевоенной Украины. Вот. И я сейчас не буду говорить, как мы будем его двигать в сторону Киева, но, уверяю вас, я как бы над этим практически поработаю. Знаете, что напомнила эта ваша тирада, ну, как бы от имени Залужного, удар по лукашизму Тихановского. Нет. Почему? Совершенно несопоставимые фигуры и совершенно разные ситуации. Абсолютно разные. Отвергаю с порога эту аналогию. Ну, смотрите, тут же очень важный аргумент. Вот вы говорите, в том же Лондоне. Вопрос в том, что это нужно делать кому-то внутри страны. Внутри страны. Зеленский сделал максимум для того, чтобы... Это был мой следующий шаг. Понимаете, для того, чтобы вот так поступить... Ну, Зеленский уже сделал так, что у Залужного там есть потеря рейтинга, ну, по крайней мере, так публикуют. Мы не знаем реальных рейтингов никого в стране под названием Украина или среди граждан, у которых паспорт украинский, да, мы не понимаем, которые внутри, за рубежом, на территории России, на территории Беларуси, на других территориях, в Европе там, или в США, почему нет? Смотрите, тут очень важный момент. Сегодня Залужный дает интервью и говорит, что я по науке, ну, то есть по военной науке, ну, условно, там, я Кутузов, говорит Залужный, да? Ну, не в том плане, что у меня глаза нет, а в том плане, что я все как бы рассчитываю. Мы должны были сконцентрировать в 23 году кулак. Мы долго молча отступали. Да, я должен как бы прорваться к Азовскому морю, сделать это внезапно, тайно, ну, все по военной науке. Прорваться, рассечь коридор на Крым, и дальше уже с этих позиций уже было совершенно... А он точно сейчас это говорит? Может быть, это года 2 или 3 назад? Нет, это вот сейчас свежее сегодняшнее интервью. И вот это вот сделал. Вот такой был план. Но Зеленский распорядился иначе. И все наступали по многим направлениям. И получилось, что Бахмут, вот эта фортеця, о которой песни писали, да, Сырский там тоже рулил в этом Бахмуте, американские советники, ну, вспомните, говорили, ребята, отступайте, не будет толку там в том Бахмуте. А всем рассказывали, что значит отступайте, это что мы будем сдавать города, ни в коем случае. Ну, помним эту дискуссию, песни пели, фортеции пошли. И вот сегодня такое откровение. То есть, получается, он готовился делать вот так, но против него, в общем-то, возымел власть более имущий, да, могущественный, верховный, главнокомандующий. Это ли не предтеча тех событий, о которых вы говорите, описывая фигуру посла Залужного? Вот тут я с вами соглашусь. Вполне возможно, что это мягкая такая вот артиллерийская подготовка. Ну, ограниченная такая артиллерийская подготовка. Он почву готовит, да, к следующему шагу. Это он, с одной стороны, оправдывает провал знаменитого этого наступления летом 23 года. Да, объясняет, что план-то был правильный, но его испортил Зеленский. А с другой стороны, он начинает вот эту самую нажим и накат на Зеленского. Может быть, да, вот он как бы ощутил, что именно сейчас пришел этот момент. Но вот я не досказал дальше свой сценарий. Итак, все-таки первым бросить прямой вызов может сейчас только какой-то представитель элиты из-за границы. Но элиты той, которая на стороне сейчас выступает вот, существующего Киева, а не той, которая куда-то уехала. Вот первым должен быть вызов, да, от такого героя, в кавычках, как Залужный. А дальше вы сказали про Буданова. А вот Буданов остается внутри страны как раз. Вы же говорите, внутри страны. А Буданов у нас внутри страны. И вот он видит этот вызов.
он понимает его перспективность, он мысленно представляет себе сценарий дальнейших событий. И Буданов, находясь внутри, начинает потихонечку, не афишируя, работать на этот сценарий. Может быть, даже каких-то гонцов пошлет, чтобы контакт установили непрямой. И так далее, и так далее. И тогда появится смысл у тех, кто внутри страны находится, смысл и некая надежда, некий маяк, что все это не закончится просто выстрелом в подворотне в какого-то отчаянного смельчака, да, что все это имеет смысл, что все это имеет внятную перспективу и будет еще и поддержано некими там важными союзниками. И тогда начинается серьезный раскол элит. Потому что без раскола элит, без появления, внимание, контрэлиты, она должна появиться и заявить вызов, заявить о своей претензии на перехват власти и доверия, на перехват проекта государственного. Вот контрэлита должна это сделать. Там могут быть разные люди на разных уровнях, с разными личными планами, но это должно быть консолидировано вот в таком векторе новом. Мы люди будущего. Вами правят вампиры и люди прошлого, уходящие. Их время иссякает. Их в будущем не будет в послевоенной Украине. Их в следующем году уже не будет. А мы те люди, которые поведут страну дальше. И достаточно скоро. И вот такого рода сигнал для нынешнего истрадавшегося украинского общества может быть очень мощным стимулом к прозрению, к оздоровлению изнутри. Потому что пока корпорация войны держит страну мертвой хваткой, пока она репрессирует всех, кто даже чуть-чуть не согласен, вот ничего не изменить, только продолжение этой бессмысленной и бесконечной войны за безнадежные цели, на истощение до полного нуля. Мне понравился этот эпизод с футболистом. Вот этот футболист какой-то там команды, значит, Даниил, по-моему, его зовут, не помню его фамилии. Вот с этим ударом слева... Колесник, спасибо. Вот этот самый Даниил Колесник. Вот это же от имени Украины он врезал по этой наглой морде. От имени всей Украины. Потому что 80% Украины хотело бы, чтобы их рукой вот по этой наглой морде этого вампира, этого кровопийцы заехать. Да? А он решился, он сделал. Вот я думаю, что Даниил Колесник – это один из будущих политических лидеров новой Украины. Потому что потом все будут смелые. А сегодня был смелым только он. Но это невероятно важный пример. Как говорили в прошлом большевики, я считаю, что вот этот удар слева по морде этому людолову и людоеду – это великий почин. Это вот та трещина на льду, после которой лед начинает ломаться. Будем на это надеяться. Ну, по поводу Колесника давайте все-таки добавим. Там целая история возникла. Его задержали, арестовали. Он светит ему 5 лет. 5. Ну, то есть, это как бы не шутки. Зато, и причем Колос от него открестился, некоторые там друзья, условно, футболисты, или как друзья, это не друзья, они абсолютно в разных командах, имеется в виду, тоже такие дебоширы известные футбольные, Алиев и Милевский, украинские футболисты, они за него вступились, люди в комментариях за него вступились. Все-таки, слава тебе, Господи, вот все-таки живы люди-то в Украине. Ну, понимаете, в чем дело? И вот началась... Команда, естественно, открестилась, струсила, но хорошо, что не все друзья предали сразу. То есть, понимаете, в чем дело? Здесь на самом деле очень такой... я считаю, очень важный. Ему не придется 5 лет сидеть, извините, я перебью, не придется эти 5 лет сидеть. Ну, его еще попробуй... Чуть-чуть пострадает, да, а герой должен пострадать. Нет, его еще и попробуй, как бы, да, попробуй посади, там посмотрим еще, как это все вывернется и на что это все вывернется. Тут очень интересный момент, все же порционно. Сначала был, и нам показали только вот там, да, удар
да, только удар непосредственно Колесника ТЦКшнику, потом немножко шире, это из его соцсетей вся информация, он выставил это, то ли все говорят, как бы и ТЦК областное комментирует, он же нападающий, мол, иди в штурмовики, в десантники, а он же как говорит, ну, то есть там вполне возможно, это элемент защиты, понимаете? Опубличивание – это тоже элемент защиты, потому что Да, ситуация там да. оказалась гораздо сложнее. Появилось видео, это буквально в момент нашего эфира уже, да, вот первых, вот с чего все началось. Значит, мы видим бегущего мужчину, да, его сбивает бус, и этого мужчину, так сказать, да, волокут. Сбивает прямо. Ну да, он убегает от ТЦКшников, и бус ТЦКшный его как бы подрезает, сбивает, и вот за ним, так сказать, приходят господа, вот они втроем, но параллельно с этим выскакивает же этот футболист и начинает яростно как бы пытаться отбить соседа, это сосед его. Отца, соседа, многодетного отца троих детей, которые дети, может быть, рождались и росли на его глазах, а отца он знает, может быть, из своих 23 лет жизни, может быть, 20 лет знает. И вы понимаете, в чем проблема? Нам же как показали? Нам показали только удар Колесника, собственно, и все. А там Махач был, ну, не просто так. Это только эпизод. Вот так это все начиналось. Убегал мужик, его крутили, Колесник ворвался, еще хорошенько пометелился с военкомом, поэтому тут как бы надо разбираться. И, в общем-то, Алиев и Милевский, футболисты, тоже говорят, Засухи, это гендиректор и хозяин клуба «Колос», говорит, так разберитесь. А вы видите, как никто не хочет разбираться в этом? Все сразу клеймят и остаются... Ну, вот, опять идет раскол, понимаете? Раскол. То есть как ты можешь так... И хорошо, что он идет. И правильно, и он должен идти раскол. Должен идти раскол на уродов и людей. Вот этот раскол, он полезен, он необходим. Вот люди все, кто-то публично поддержал, кто-то мысленно сказал, молодец, Даниил Колесник, и в следующий раз сам так поступит. Да? Ну, а уроды пусть демонстрируют себя, пусть свой отвратительный лик покажут. Так что это полезная дифференциация. И вот на таких, как Даниил Колесник, запомним это имя. Оно еще прозвучит в истории Украины, я уверен. Вот этот эпизод, он станет знаковым. Так вот... Да, я должен добавить, потому что то видео, которое я только что показал, с камер видеонаблюдения, на нем видно, ну, то есть так, у нас нет времени, но если так посекундно проматывать, драку начал ТЦКшник. Драку. То есть, вот это очень важно подчеркнуть в этой связи. Опьяневшие от вседозволенности и, может быть, и от горячительных напитков. Я уверен, что они напиваются перед этими выездами. И хорошо, если только напиваются, а не колятся перед этими выездами на ловлю людей, на охоту. Так вот, я думаю, что с безнаказанностью у них будет все сложнее. А дальше начнется и вооруженное сопротивление. Собственно, иногда это происходит уже, но это единичные эпизоды. А уже в близком времени может начаться системное, регулярное, массовое вооруженное сопротивление. Да, значит, давайте продолжим в переговорном вопросе. Слушайте, я, если честно, не понял решения Зеленского сегодня взять и объявить санкции против Александра Лукашенко. Как он это трактует? Значит, во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления дронами, чтобы бить по Украине от Киева там, до Волыни. Часть ударов по энергетическим объектам и
железной дороги в наших регионах россияне не могли бы нанести без такой помощи Беларуси. Ну и более 3000 предприятий Беларуси поставлены на службу российской войне и поставляют технику, оборудование, компоненты. В частности, это компоненты для ракет, которые терроризируют города и села Украины, и, в общем-то, расстраивается всячески, да, инфраструктура для размещения на территории Беларуси ракет, Орешника. Значит, Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для Орешника. В прошлом году предприятия поставляли России критические узлы. Короче, Лукашенко уже достаточно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за агрессию, активно оправдывает российскую войну и теперь еще увеличивает свое собственное участие, масштабируя и затягивая войну. За это будут особенные последствия. И влупил санкции. Что означает политически этот жест? Потому что практически все понимают, он ничего не означает. Ну, Зеленский в основном себя показывает вот в такого рода эпизодах. Александр Григорьевич Лукашенко, президент Белоруссии, проявлял до сих пор какую-то необъяснимую снисходительность, даже какое-то отеческое покровительство в адрес Зеленского. Он ему советовал, он как-то пытался для него стать чем-то вроде такого наставника и посредника. В трудную минуту хотел ему подсказать, как лучше выйти из кризиса. Ну вот, собственно, чем он, Зеленский, и расплатился за такого рода намерения. Нанесет ли это какой-то ущерб Белоруссии? Да нет, конечно, не нанесет. Что любопытно, именно в тот момент, когда, например, Соединенные Штаты Америки устанавливают свой отдельный трек общения, и не только устанавливают, они его активно развивают и используют, трек общения с Минском, и лично с Лукашенко, регулярно навещая столицу Белоруссии, там, проводя те или иные операции, связанные с освобождением лиц, содержащихся там под стражей, и с решением иных каких-то вопросов. Именно в этот момент и в противовес позиции открыто проявленной Вашингтоном, вот Зеленский таким образом одновременно задевает и интересы Вашингтона, вне всякого сомнения. И примерно то же самое происходит и в случае с Венгрией. Именно в тот момент, когда туда приезжает Марко Рубио, госсекретарь, специально с целью поддержать, нескрываемой целью поддержать Виктора Орбана перед выборами, очень важными для Венгрии и Европы, которые в апреле состоятся. И прямо говорит там Рубио, что да, и президент страны на стороне Орбана. И я вот приехал тут всячески оказать ему поддержку. Именно в этот момент вот такого рода хамские выходки в адрес Орбана и его соратников, и Венгрии в целом. Так что это демонстрация такой некой последней дерзости. Да? Вот вы тут все считаете, что и здесь какой-то авторитет правит, и там какой-то великий и ужасный правитель значительной части мира правит, а я любому, дескать, могу надерзить, и мне ничего не будет. Ничего мне не будет, ничего мне со мной не сделаете. Вот эта последняя дерзость, она немножко паническая внутренне. Потому что я не сомневаюсь, я вижу просто на лице признаки таких регулярных панических атак. Но они приходят ночью к Зеленскому, а днем он пытается вот этот внутренний ужас нарастающий, потому что будущего нет. А настоящее, вот как сквозь пальцы песок, утекает ежедневно на твоих глазах, а будущего нет. И вот чтобы заглушить эту нарастающую панику, он дерзит таким образом. Я думаю, что это уже последние какие-то сцены в затянувшемся спектакле, и да, пора актеру сделать финальный выбор. Он мог бы уйти прямо сейчас, добровольно до того, как его начнут открыто вынуждать, до того, как, скажем, американцы пошлют бригаду ФБРовцев, которая просто заберет Миндича из
Тель-Авива. Просто приедут, заберут, как Мадуро, но Так а даже легче. зачем им Миндич, Сергей Борисович? Миндич им обязательно нужен, а как же? Вы представьте себе, вот приезжает бригада ФБР, забирает Миндича, без всякого там процедуры судебной экстрадиции, просто забирают и увозят. Увозят его туда, в Америку, и тут два варианта. Ну, естественно, Миндич тут же подписывает договор о сотрудничестве с ФБР и начинает давать все показания. Но одно дело давать показания за стенами ФБР, а это уже Миндича можно притащить в Конгресс. И представь себе слушания публичные в Конгрессе, где в своем фирменном стиле американские законодатели начинают Миндичу вопросы задавать. Да? И все это транслируется. И это смотрит Америка, это смотрит Европа, и это смотрит Украина. Ну, это же запросто можно сделать. Ведь никаких препятствий к этому нет. Никто же даже возражать не будет. И, может быть, сам Миндич мечтает втайне о таком варианте, потому что ему вот-вот киллера подошлют очередного. Одного уже посылали, которому, как утверждает ваш этот сиделец Коломойский, этому киллеру уже первому, который не справился, оружие выдавали в украинском посольстве там в Тель-Авиве, так второго же пошлют. Может быть, Миндич и мечтает о таком убежище в Соединенных Штатах. Когда же, наконец, прилетит бригада из ФБР? Так вот, эта операция, ну, совершенно проста по исполнению. А это прямая политическая смерть для лидера корпорации войны Владимира Зеленского. Так что эта возможность существует ежедневно, но пока Трампом не использована. Угу. Очень интересно в контексте продолжения дискуссии о Женеве. Интересную информацию подают нам западные средства массовой информации, BBC конкретно. Мединский сам, кстати, сообщил, что после основных переговоров с Украиной и США провел еще дополнительную встречу с украинской стороной. Об этом говорит Мединский. Параллельно с этим сейчас брифинг только что закончился МИД Украины, и там спикер МИД Украины говорит, да, действительно будет следующая встреча, они расскажут подробности позже. BBC, о которой я вспомнил, отмечает, что после завершения переговоров члены российской делегации уехали из гостиницы, а Мединский вскоре вернулся и провел там еще около 1,5 часов. Ох, как интересно, Сергей Борисович. А помните, все шутили, а где же истории, где же, ну, эти лекции по истории? 1,5 часа, в принципе, нормальная лекция могла быть. Ну, Мединскому приписывают, явно злонамеренно приписывают способность только лекции по истории читать. На самом деле, даже вот такого рода тайная дипломатия закулисная вполне в большей мере в его стиле. Почему? Потому что он знает исторические прецеденты. Он не обязан их рассказывать, он не обязан лектором выступать, но он точно знает исторические прецеденты, в том числе те, с которых мы с вами начали беседу. Он понимает, что сейчас будет происходить внутреннее брожение, и сейчас будет активизироваться внутренний фронт в Украине, и что внутреннее обрушение фронта будет происходить гораздо быстрее, чем тот фронт, где действительно идет стрельба из пушек и дронов. Так что Мединский понимает, какой поворот уже происходит, и стремится использовать, я не знаю как, я не знаю, о чем он там говорил и с кем, но он стремится использовать историческую ситуацию, которую он точно понимает по многим историческим прецедентам. Значит, по поводу элит, Сергей Борисович, очень интересная информация появляется, что на фоне Галущенко, министра энергетики, которого, в общем, приняли, поставили 425 миллионов, потом поменяли на 200 миллионов, хотя в суде он говорил, я там 30 миллионов, ну, в принципе, готов заплатить. Залог, речь о залоге. Тут есть серьезные предпосылки. Он там просто, когда комментировал это все журналистам вчера в суде, он как-то говорит, что я вообще не тех
не того уровня, намекая на уровень выше. То есть министр у нас вообще мало что решает, а что ж там на высшем уровне? Короче, вот то, что вы говорите про Миндича, например, да, которого там забирает ФБР, и он дает показания, так Галущенко там сам может на Зеленского дать показания. Поразительно, что именно сегодня приходит информация, что друг, бизнес-партнер, творческий союзник, в него тоже, кстати, стреляли. Помните этот период, в каком там, 2020 году, или что он срочно, или в 2019, что срочно Зеленский вернулся из Нью-Йорка, из заседания ООН. Это вы Шефира имеете в виду? Шефира увидели в Варшаве, сидящего за столиком, так сказать, отдыхающего. Он покинул Украину. Интересно, почему, интересно как, но интересный эпизод. Может быть, как бы покинул и покинул. Кто ж его, собственно, держит? Кто ж его с поезда-то будет снимать? Самого Шефира, который отвечал за контакт с олигархами. Самого Шефира, который отвечал за конкретно тоже энергетику, но имеется в виду до войны, да, с Ахметовым отношения и прочее. Побежали, что ли, с корабля? Те, кто должен побежать. Вот Шефир, кстати, уволенный первый помощник президента. Он как бы ушел. Тихонечко в лес. Вот в Варшаве вышел. Шефир точно не будет бороться за какой-то исход. Но как сценарист он его понимает и вовремя, да, дистанцировался, чтобы досмотреть вот из достаточно уютной ложи варшавской на финал. Он не хочет быть на сцене в этот момент, в момент финала, который ему абсолютно понятен. Что касается Галущенко, то я думаю, что его толкнули специально на попытку отъезда. Ему же не ограничивая отъезд, с него подписки-то не брали. А это была явная провокация. Не взяли подписку и наблюдали. Почему? Потому что надо было его задержать, его прятать. Нельзя было дать ему уйти, потому что вот он как раз мог бы пооткровенничать, если бы он уехал. А теперь ему надо еще выжить и дождаться финала, находясь внутри страны. Я думаю, что сейчас он откровенничать-то не будет. Ни в каком-то, ни в СМИ, ни в суде. В целом, в принципе, давайте мы вот что поймем. У этого военного конфликта есть сейчас только один финал. Часто всевозможные аналитики, особенно самоучки доморощенные, говорят, что вот у меня есть там 5 сценариев, или у меня есть 3 сценария. Да? Значит, сценариев всегда только 2. Один реальный и один черный. Черный сценарий, когда ни у кого ничего не получилось и все умерли. Скажем, ядерная война началась. Да? Вот. А реальный сценарий, он всегда один. Так вот, реальный сценарий сейчас только один. Это отстранение от власти корпорации войны Зеленского, КВЗ. Эта корпорация должна уйти. Пока она у власти, мы ни на шаг не приблизимся к миру. Будет сплошной саботаж, имитация переговоров, демонстрация мнимой готовности к миру на словах и полный саботаж любых практических усилий на пути к переговорам. А сдвинуть вот эту самую корпорацию войны, окопавшуюся во власти и которая мертвой хваткой в заложниках держит население, сдвинуть может только одним способом. Элита должна появиться, национально ответственная элита, потому что любой низовой протест его нейтрализует на какое-то время. А вот национально ответственная элита, контрэлита, которую достала эта ситуация, которая видит, как губят страну, а она не хочет это терпеть, которая видит себя в будущем, а вот этих ныне правящих в будущем понимает, что не будет, и не хочет разделять с ними судьбу и ответственность. Вот эта контрэлита, она должна появиться. Надеюсь, что в составе этой контрэлиты, хотя бы вот очевидная такая фигура, которую как бы сам ход событий сделал возможным инициатором контрэлиты, Залужный, все-таки на что-то решится. Этот самый воин, о котором уже саги слагают и книги издают. Но в конце концов, хватит уже щебетать там и книги писать по теории войны. Прояви себя как национальный лидер, если ты на что-то способен. И если он даст такой сигнал,
что это возможно, что это доступно, что есть на кого ориентироваться, начнет появляться контрэлита и внутри страны. Вот единственный реальный сценарий. А все остальное только на фронте. Но для меня это черный сценарий. Если все будет решаться только на фронте, это черный сценарий. Нельзя его оставлять единственным. Дорогие мои друзья, единомышленники, я в первую очередь к ним обращаюсь. И все те, в ком течет вот эта самая наша общая русско-украинская, наша общая славянская кровь. Мы этого не можем вот таким образом допустить. Время принимать решения, и время принимать решения сейчас, вот этой наступающей весной. Пусть она станет весной прорыва к миру. Сергей Борисович, еще несколько моментов, и перейдем к вопросам зрителей, но моменты очень важны. Вот вы говорите об элитах, о ком-то новом, но модель-то та же. Ну вот смотрите, модель та же. Вот нам показывают, и эта эпопея, если захотите два слова скажите, но, если честно, уже прям как-то тошно, да, видеть это лицо, тем более, что его теперь пригласили в утреннее шоу на 1+1 Гераскевича, Санника, скелетониста, да. Он принес, конечно же, свой шлем, дал интервью. Скелетоносца. Да, скелета, причем это же скелеты в шкафу идеологическом. Да, вот это вот как бы этот спортсмен, ну, там он, в общем, говорит, дома лучше, в общем, будет бороться за то, чтобы россиян на Паралимпиаде не представил никто, или как бы без флага. Но мог, борись, не борись, Ахмед ему 10 миллионов выдал, но мог, решил, что на Паралимпиаде, вот этой, которая следует за Олимпиадой, не все, но большая часть выступающих паралимпийцев, имеется в виду Беларусь и Россия, выступят под национальными флагами. Этого не было с 2014 года. Всем давали просто нейтральный флаг, а вот с 2014 года очень много времени прошло, пора уже и под своими знаменами выступать. То есть МОК официально признал. И сейчас там, кроме поклонения мертвым, да, на шлеме, он активно продвигает вот эту борьбу со спортсменами. Но у нас есть другой спортсмен, Сергей Борисович. Это господин Усик. Ему позвонили Вован и Лексус. Вот очень-очень короткая, скажем так, его ответ на вопрос. Давайте послушаем. Может быть, вы рассматриваете это как шанс стать президентом в следующий раз? Может быть, господин президент. Может быть. Но это очень сложно. Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание, я пойду работать на благо своей страны. Хорошо. Хорошо иметь двух боксеров-президентов в ЕС. Я думаю, мы не будем с вами воевать. Ну, то есть ему позвонили от имени Навродского, и он как бы думает, что он общается с Навродским. И говорит, если Родина, если Бог пошлет мне знак, то я буду работать на благо своей страны. А тут два боксера, президента в Европе, и это так смешно. Ну, как он... ну, тоже смешно. Он польщен, он же думает, что он с Навродским, польским президентом общается. Что вы думаете по поводу вот этого сценария? Не Усика ли нам в мешке принесут? Ну, да, президент, он, конечно, не дотягивает. Хорошо, что он там хоть и косвенно, хоть и ограниченно и урезано, но сказал по поводу церкви. Но вот ему, естественно, Навродский не мог задать этого вопроса, а мы-то с вами можем. А чего ж ты церковь-то свою родную сдал? Что ж ты ее не защищал? Что ж ты свой великий международный, всемирный, можно сказать, авторитет не бросил на чашу весов и не отстоял свою церковь, в которой тебя крестили, в которой отпевали умерших членов твоей семьи, да? Куда ты ходил там, с мамой, с папой, и куда там твои мама, папа, может быть, до сих пор ходят. Что ж ты эту родную церковь-то не отстоял, великий боец? Ты вот сетуешь в беседе с католиком по этому поводу, а публично не решился. И вот такого рода вещи, они же потом с тобой на всю жизнь.
Я не вижу здесь президента, честно говорю, но как человек, мне кажется, вот коль скоро в нем еще есть эти живые сомнения, и коль скоро вот он даже с католиком беседуя об этом говорит, это значит, это вот точит эта мысль. Значит, по ночам приходят к нему эти великие сомнения. Ну, тогда, значит, в будущей новой Украине он что-то может сделать. Он может быть министром спорта, например. Да? Министр по делам спорта и молодежи. Почему нет? Вот. Так что он человек не потерянный для будущей Украины. И пусть он ради нее хоть чем-то постарается рискнуть. Хоть чем-то пожертвовать сможет. Ну да, Тогда он смотрите, подкрепит свою претензию. тут же очень, кстати, важный вопрос. Вот это. Все требуют от людей максимальной жертвенности. Максимальной жертвенности. И вы знаете, вот почему там противно от этого Гераскевича? Да потому что ему все сбрасывают деньги, как будто он выиграл бы эту медаль. В стране, где половина детей по 2 раза переезжала, стресс жуткий. В стране, где пенсионеры подыхают, я не подбираю слов, да, в стране, где самые незащищенные, они вот в большой беде, мы сбрасываемся одному чуду-юду с абсолютно здоровым... Вот понимаете, футболисту вот этому сказали, ТЦКшники написали публично, а иди ты в штурмовики. Ну, а Гераскевичу такое же нельзя сказать. Усик тоже, он взял по максимуму за эти годы, ну, бесспорно, он шел к этому сам. Это заработал, все-таки заработал. Это не Гераскевич, да? Он действительно чемпион, он взял по максимуму. О жертвенности тут речи не идет. А людей заставляют быть жертвенными. Шокирующая просто новость с родины президента Зеленского, избранного в 2019 году. Полномочия чьи уже ушли. Кривой Рог, 43 года мужчине. Его скрутили, мобилизовали. У него 14-летний сын остался. Отправили в детдом пацана. Мужчина прошел обновлять свои данные и перестал выходить на связь. Родственники рассказали, что у него забрали телефон. Мальчик с переломом руки сам обратился в полицию, когда отец не вернулся домой. Мать ребенка находится за границей. Суд по вопросу статуса одинокого отца не состоялся. Подростка временно поместили в учреждение опеки. Понимаете? Вот где вот подноготная этой жизни. И вот это как родной город Зеленского. Ну да. Вот интересно, ведь эта история стала публичной, достаточно публичной. Это где-то в каком-то средстве достаточно массовой информации прозвучало, да? Местные каналы, местные СМИ об этом пишут. Мне тоже присылали подробности этого. Вмешается там новый глава администрации, или точнее офиса президента, вот в этот эпизод. Мог бы вмешаться, кстати. Я сейчас Буданова имею в виду. А почему нет? Ты же теперь глава офиса, и возможность у тебя есть. Вот, зарабатывай авторитет, вмешивайся в такие ситуации. Поддерживай одних и наказывай других. Пора. Пора уже, если хочешь остаться в будущей Украине, поскольку, напомню, с точки зрения Российской Федерации, тот же Буданов, он экстремист, террорист и кто-то еще. В общем, что-то там еще дополнительное такое на нем висит. И чтобы в будущей Украине все-таки быть не преследуемым лицом, есть смысл зарабатывать позитивный капитал. Да, друзья, всем большое спасибо, что присоединяетесь к нашей трансляции, голосуете в вопросе, будем подводить итоги прямо сейчас. Единственное, что всех приглашаю на канал, телеграм-канал Сергея Станкевича. Станкевич объясняет. Спасибо, что вспомнили об этом. Да, здорово. ввиду этого, ну, у школе мы в прямом эфире, то короткий блиц-комментарий от вас по ситуации вообще с телеграммом в России.
Вчера шокирующая сенсационная информация, что с 1 апреля, по данным источников базы, вообще прикроют Telegram на ухналь. То есть полностью закроют все доступы, все коды, явки и пароли. Но потом, после обеда, ближе к обеду, туда немножко к вечеру, вот в этот промежутке начали выходить другие голоса и говорят, не-не-не, это просто там плохие сообщества будут пытаться с ними бороться, а в общем Telegram останется, и все будет нормально. Параллельно с этим сегодняшние уже данные какие-то такие секторальные отключения претерпевает Telegram. У одних работает, у других нет. То есть определенными кластерами выключаются, и, в общем, много жалоб на то, что не работает. Территориями, можно территориями отключать, да. Ну, и опять-таки, провайдерами, и отдельными провайдерами можно отключать, да. то есть, ну, вот такая статистика, резкие количество жалоб и сбоев. Вы за или против, что подключили Telegram в Российской Федерации, Сергей Борисович? Ну, я категорически против, и я, собственно говоря, и против любых отключений, в том числе и WhatsApp, который у нас уже отключился, вот общедоступного. В качестве общедоступного мессенджера не может использоваться. Нет, я против, категорически, конечно, и я надеюсь, что все-таки до полного отключения дело не дойдет. Там сейчас любопытная такая дискуссия и битва идет. Законодатели российские тоже против, потому что в Госдуме все практически используют телеграм-канал и как такое публичное, как публичную трибуну для себя, для общения с народом и с избирателями, и как средство связи. Вот. А наоборот, чиновники исполнительных ведомств, которые принципиально не публичные, вот они ведут эту атаку. Но у них-то, конечно, силы-то побольше. И хотя некоторые законодатели тут даже выступили с такими публичными обвинениями, инвективами, да что вы делаете, сволочи, да вы там сами отправляетесь на фронт и так далее. И произошла очень любопытная такая акция, не знаю, встречалась ли вам, кто-то записал вот эту речь одного из наших ярких законодателей. Вот это «Ах вы сволочи, что же вы творите, отправляетесь на фронт». Там долго еще речь с проклятиями. Записал это все, ну, в смысле, на некий носитель. Выставил напротив Роскомнадзора, где-то там на чердачных этажах, громкоговоритель. И дистанционно периодически включал. И раздавали эти проклятия и поношения вот на всю эту улицу и на все это здание. Достаточно долго. Искали напряженно, куда же он спрятал этот громкоговоритель, но долго не могли найти. По-моему, нашли, по-моему, уже нет. Но вот такая акция, и, значит, там весь окружающий квартал, вот эти все транслируемые громогласно через рупор проклятие оценивал и слушал. В общем, в этом есть определенный, конечно, массовый такой настрой. Не трогайте. Мы к этому привыкли, это стало частью нашей жизни. Мы вложились каждый там в свой канал, кто его создал. У нас там куча родных, знакомых на это завязано. Ну, естественно, те, кто участвует в военных действиях, они тоже, как мне говорят, почти все используют. В общем, я думаю, что вот этот, в данном случае, конкретно в этом эпизоде, я думаю, что массовый протест сыграет свою роль, и до конца никто этого доводить не будет, но чиновники используют все шансы, чтобы додавить Telegram до новых уступок. Там, собственно, вся проблема сейчас в том, что ему дают каналы, которые надо или закрывать, или какие-то материалы, которые надо удалять, которые считаются экстремистскими, а он выборочно закрывает и выборочно удаляет. А требует вот быстрой и полной реакции. Думаю, что какой-то все-таки компромисс будет здесь найден, и Telegram не закроют. Во-первых, потому что он не совсем чужой, скажем так, все-таки он происхождение это российского. Вот. И, во-вторых, потому что он слишком стал действительно сросся с российской действительностью. Думаю, что до финала с закрытием не дойдет. Значит, друзья, подведем итоги нашего опроса. Тут приходят новости. Интересные, кстати, новости, что взрыв в Иране произошел в одном из мест, где якобы могли в том районе храниться ракеты. Сейчас все очень живо обсуждают
операцию Трампа против Ирана, насколько она возможна, и вообще как это повлияет на российско-украинскую историю, как вы думаете? На российско-украинскую как-то особенно не должно повлиять, но вот на весь регион и в целом на судьбу Трампа, несомненно, повлияет. Трамп сам загоняет себя в ловушку. Он сам подогнал туда кучу военно-морских сил, военно-воздушных сил и потратил кучу денег на вот это сосредоточение. И сейчас просто отползти и не добиться никакого результата он не может. Но эту ситуацию для себя, вынужденности, он сам создал. Что теперь может быть? Ну, может быть, конечно, я не верю в высадку десанта и в попытку повторить операцию типа Мадуро. Потому что у иранцев было достаточно времени на подготовку, и они урок Венесуэлы полностью учли. И никто там не собирается у себя в спальне ждать визита ночных ангелов. Вот. Поэтому с этой стороны они подстраховались, поэтому, скорее всего, возможен только ракетно-бомбовый удар с воздуха. Он будет, скорее всего, нанесен именно вот по этим самым базам новейших ракет, разработанных Ираном, ну и, может быть, еще по каким-то там объектам. А самое главное, этот удар, скорее всего, будет адресован всем местам, где сосредоточен корпус стражи исламской революции, потому что на этой гвардии в значительной мере держится нынешний режим. Но, опять-таки, достаточно ли будет этих ракетно-бомбовых ударов, чтобы изменить ситуацию внутри страны? Думаю, что нет. Поэтому, если Трамп нанесет удар, то он получит дополнительные неприятности после ноября, потому что он упорно нарушает, превышает военные полномочия президента. Не имеет права ни малейшего президент Соединенных Штатов вот таким образом нападать на страны, начинать войны, не спрашивая вообще разрешения Конгресса. И не приходя туда, и не отчитываясь даже после удара. И вот он наработал себе уже как минимум на один импичмент по этой линии. И еще больше усугублять свою дальнейшую судьбу после ноября, я думаю, что он не захочет. Может быть, его отговорят его ближайшие советники. Лягут косьми и отговорят. Если нет, ну тогда, значит, увидим вот очередной такой военно-силовой акт, который толку не принесет никому. Так, друзья, Буданов вышел с комментариями переговоров, коротким комментарием. И тут вот такой парадокс, да? Переговоры, говорит Буданов, были непростыми, но важными. Угу. Один в один, как формулирует Мединский. Нет, он не сказал тяжелыми и не сказал напряженными, непростыми. Но смотрите... Непростыми, значит, лично для него там что-то все-таки просматривалось. То есть, понимаете, я о чем? Я по общему смыслу. По общему смыслу украинская сторона, официальное заявление по итогам переговоров говорит, что есть какой-то прогресс. И Зеленский говорит, прогресс есть там по военной части. Но Россия такая-сякая, в общем, не хочет договариваться. А Буданов четко повторил историю, которую говорит Мединский, то есть по духу, да, то есть без прогресса, но непростые, но важные переговоры. Ну и подтвердил, что скоро будут следующие переговоры. Видимо, такую многосерийку зарядили нам в этом отношении. Так вот, итоги опроса. Собственно, как вы думаете, друзья, кто добился большего в Женеве? 2% Украина, 8% США, 19% Россия, тупик, никто ничего не добился, 70%. Что скажете по поводу такого результата? Да, по главному, я согласен с оговоркой по главному вопросу. Да, по главному вопросу тупик. И никто ничего не добился, потому что не удалось и не могло удастся, главное, отстранить от власти корпорацию войны Зеленского. Пока эта корпорация не отстранена, мы к миру не приблизимся. Но это не значит, что все было бесполезно. Дипломатия имеет смысл, имеет значение. И в данном случае очень важно было показать американцам, которые там присутствовали, которые сейчас уже докладывают все детали
даже, может быть, цинично это показывают в лицах, что там происходило, и объясняют, что Зеленский все, что надо или его отстранять, или самим отстраняться. И другого варианта у Соединенных Штатов нет, и время на выбор или его отстранять, или самим отстраняться, это вот уже счет идет на недели. Ну, во всяком случае, где-то до середины мая надо точно разобраться с этим вопросом. Почему? Потому что, напоминаю, 14 июня, чтобы никто из наших слушателей не пропустил, не дай бог, 14 июня мы все поздравляем Дональда Трампа, ему 80 лет, у него юбилей. Вот. А 4 июля 250 лет Соединенным Штатам. И я настолько уже возрастной человек, что я помню, как, боже мой, как 200 лет отмечали. И в Москве в Лужниках была огромная американская выставка по этому поводу. Так вот, 250 лет в июле. Ну, а там дальше уже выборы. И вот Трамп или сейчас, или никогда. Или с Украиной до конца сейчас надо разобраться, или уже без тебя произойдет этот самый финал. Да, друзья, значит, переходим непосредственно к вашим вопросам. Спасибо большое, что их оставляете. Значит, очень благодарен за это. И тем интереснее, конечно, да, наши эфиры. Вот Павел спрашивает, вы постоянно говорите «корпорация войны». Может, упростим уже? «Корпорация монстров» надо говорить. Но это некие стереотипы, которые мы невольно схватываем, да, из воздуха, из потока. Если вам так удобнее, используйте. Корпорация войны Зеленского – это такой политологический и конфликтологический термин, и он мне удобнее. Оксана, разочарование людей о переговорах проистекает от того, что многие невнимательно к заявлениям Кремля относятся и не вникают в их суть, предпочитая интерпретировать, домысливать по своему усмотрению. Хотя ясно заявлено, что стабильный мир может быть достигнут лишь через формулу Анкориджа, содержащую уже сделанные уступки, а обсуждения большинства гостей сводятся к нелепицам о свободной зоне и всему другому бреду. Ну, это скорее такое публицистическое заявление, чем вопрос. Я отчасти согласен в том, что вот дух Анкориджа надо соблюдать. Дух Анкориджа, напомню, это две великие державы, взаимно признают свой статус. Мы оба великие державы, может быть, одна чуть там посильнее, другая чуть послабее, пока. Но это не имеет значения. Мы признаем взаимно коренные, жизненно важные интересы друг друга. Мы договариваемся, что жизненно важные интересы мы не трогаем друг друга. То есть мы понимаем, чего не делать. А вот мы разграничиваем. Каждая великая держава имеет право на свою сферу влияния, сферу миротворческого влияния и необходимой безопасности. Причем она доминирует, каждая великая держава, в своей сфере влияния. Не эксклюзивно контролирует, а доминирует. Да? И вот в этом, собственно, дух Анкориджа. А это значит, что Украина после войны будет входить, да, в российскую сферу миротворчества и необходимой безопасности. И поэтому никогда больше в Украине не будет проекта и режима, который будет готовиться к войне с Россией, который будет бросать ей вызов, который будет ее отрицать, который будет на свою территорию втаскивать иностранные военные блоки, иностранные военные базы, размещать войска, какие-то виды вооружений, угрожающие России, и воспитывать новые и новые поколения украинцев в смертельной вражде к соседу. Вот ничего этого не будет, потому что это будет, да, российская сфера необходимой безопасности. Не вижу в этом ничего фатального, ничего катастрофического для Украины. По-моему, наоборот, это хороший и спасительный исторический вариант. Угу. Вопрос, почему украинская делегация не любит уроки истории от Мединского? Трудно сказать. Вот в том варианте, в котором Мединский написал несколько там своих книг и сейчас размещает свои рассказы о российской истории, они все-таки адресованы в первую очередь российской аудитории. То есть они не предполагают, не учитывают восприятие иное, нежели распространено в России. Может быть, поэтому. Ну, тогда читайте какие-то другие источники. Есть немало и очень неплохих
украинских книг, на удивление хорошо написанных, которые вполне правильно трактуют и украинскую, и российскую историю. Я сейчас не буду рекламировать отдельных авторов, но вот упомяну, пожалуй, Константина Бондаренко, вот его книгу, которую я купил, про Зеленского, значит, «Джокер», я прочитал, она у меня исчеркана, и она у меня такая настольная сейчас. Но, правда, она тоже больше публицистическая, но очень добротный исторический материал и документальный там представлен. Так, вот такой вопрос для вас. Сергей Борисович, в последнее время часто слышно о духе Анкориджа. Я вспоминаю, как Анкоридж закончился, и у меня совсем нелицеприятные ассоциации возникают. Стороны бежали из Анкориджа, как будто бегут с помещения, где расползся неприятный душок. Разбейте это впечатление. Зачем? Остались у вас такие впечатления? Пусть они у вас так остаются. У меня не было таких впечатлений. Я как раз увидел то, что давно хотел видеть. Даже не пообедали, Сергей Борисович. Ничего страшного. Я увидел возвращение великих держав на историческую сцену. Вот. Долгое время, да, был действительно Пакс Американо, был однополярный американский миропорядок, и это было плохо. Это было плохо для всех, в том числе для самой Америки, о чем справедливо говорит Дональд Трамп. А сейчас великие державы вернулись снова на историческую арену. Значит, есть шанс на то, что будет нормальный, сбалансированный миропорядок. Их всего было 6. Кстати, советую всем интересующимся историей почитать на эту тему что-то. Их всего было 6 миропорядков. И вот сейчас мы сформируем, наконец, опять какой-то прочный. Обычно каждый миропорядок, это на эпоху. Это на 30 лет, чаще на 40, а иногда и на больший срок. Вот этот шанс был показан именно в Анкоридже. И если Америка и Россия, которые там вроде бы такого рода волю проявили политическую, если не удержатся в этом русле, тогда с большей уверенностью я могу прогнозировать мир уже в самое ближайшее время. Да, друзья, перейдем в чат трансляции. Значит, здесь у нас вот такие вопросы. Михаил задает. Трампа ничего не волнует, кроме США, а Гренландии вообще затих что-то? Да ничего он не затих. Значит, что касается Гренландии, это была классическая трамповская девелопментская или девелоперская операция. Вот так, да, девелоперы и поступают. Он что, собственно, он сначала всех напугал. Он чуть ли не вот завтра он заберет всю эту глыбу льда. Он это повторил в Давосе, как вы помните. Отдайте мне, наконец, эту глыбу льда. Чего вы вот возмущаетесь? Америка это заслужила, имеет на это право. Но в итоге что? В итоге потом он, встретившись там с Рютте, правда, пока только, но он надеется, что Рютте там ему организует финал. Да, он сказал, хорошо, если вы так уперлись, то тогда не сразу все, а поначалу несколько территорий, которые мы сами выберем, и которые перейдут под наш суверенитет. То есть, за все он должен был заплатить. И заплатить серьезные деньги. Еще не ясно, нашел бы он эти деньги. Да? А вот эти территории он, ладно, заберет бесплатно. И все свои текущие нужды Америка удовлетворит. А потом вернется к теме об остальном острове. То есть, все у него получилось на самом деле. Я вас уверяю. Дальше, теперь просто пауза с Гренландией. А чуть позже он к этой теме вернется. Угу. Вы, кстати, вот те, кто интересуется Гренландией, вы заходите на мой телеграм-канал «Станкевич объясняет». Я сейчас готовлю отдельный такой вот пост на эту тему. И я там покажу, зачем Америке Гренландия. Так, значит, вот такой вопрос. Экономические кризисы всегда сопровождаются войнами. Войны же провоцируют научно-техническую революцию, развитие технологий. Мы просто в цикле, в петле, и все происходящее неизбежно. Не считаете? Экономика очень важное значение имеет как причина для войн. Причем первоначально войны велись за торговые пути. За ведущие торговые пути и за позиции рядом с этими торговыми путями. Потом, да, колонии
которые можно было бесконечно доить. Потом, да, источники там сырья, рынки сбыта, не обязательно колонии. То есть экономика везде присутствовала. Но в значительной мере войны 19-го и тем более 20-го столетий – это уже не столько экономика, сколько геостратегия, геополитика. То есть возможность иметь свою сферу влияния, поскольку колониальный контроль далеко не все смогли удержать, и, мягко говоря, практически распалась мировая система колониализма. И поскольку ушли такие жесткие сферы влияния, как вот мировая система социализма, как Советский Союз, который жестко достаточно контролировал свою сферу, все это ушло. Сейчас вопрос о геополитических сферах влияния, о сферах доминирующего влияния. Вот это очень важно. Это главный вопрос. К нему пристегиваются экономические сюжеты, но по экономике ты хочешь многого хотеть, да? Но ты сталкиваешься с другими хотениями по экономике. А вот договариваться нужно с учетом геополитических реалий, с учетом возможностей, с учетом потенциалов, с учетом жизненных интересов других великих держав. И все строится на балансе, на поиске устойчивого баланса. И этот устойчивый баланс, он имеет не только экономическую природу, а в первую очередь это именно геополитические интересы, что ты можешь удержать, и что ты можешь удержать, не сталкиваясь лоб в лоб в военном конфликте. Ну, смотрите, вы так рассуждаете о там, балансе, геостратегии, а вот пользователь пишет: Россия не в состоянии обеспечить безопасность собственных граждан. О каких гарантиях идет речь? Кому? Кубе? Сирии? Венесуэле? Нет никаких гарантий со стороны России ни в отношении Венесуэлы, ни в отношении Кубы. В отношении Кубы есть более серьезная и глубокая традиция поддержки в самые сложные времена. И есть некая тень вот знаменитого кубинского или карибского ракетного кризиса. Я думаю, что вот сейчас там была беседа с министром иностранных дел Кубы у представителей России. И я думаю, что какая-то форма поддержки будет найдена, потому что полностью просто бросить Кубу сейчас на съедение Трампу никто не готов. Кубе, видимо, дадут возможность тем или иным способом продержаться до момента, когда Трамп отползет. Такая возможность есть. Значит, уточняет у вас пользователь Станкевич. Так Зеленский самостоятельный или не самостоятельный? Ну, это ответ тут и сложен, и прост. Давайте лучше просто ответим, у нас не так много времени. Значит, он для позитивных дел не самостоятелен. А вот для негативных, да, он обладает то, что называется негативной субъектностью. Негативная субъектность – это когда ты можешь разрушить, можешь помешать, можешь саботировать, можешь развалить какие-то планы. А вот что-то построить, что-то позитивное продвинуть, что-то обеспечить хорошее, ты не в состоянии самостоятельно. Тебе нужна та или иная поддержка. Вот он скатился к сугубо негативной субъектности и пытается напоследок ею сполна воспользоваться. Так, значит, что ждет Буданова по возвращению с этих переговоров? Новые переговоры, наверное. Прав был и Кость Бондаренко у меня в эфире, и другие аналитики, которые говорили, что его, в принципе, подтянули к себе, чтобы рейтинг не забирал, замазать своим негативным рейтингом, ну и отправить куролесить по миру на бессмысленных, длинных и, в общем-то, ничего не решающих переговорах. Не соглашусь. Не соглашусь с этой оценкой. Буданову приблизили, чтобы ближе, значит, больше на виду и больше под контролем. В этом смысле. Потому что он был самостоятельнее в этом ведомстве. И что он там творил, замышлял, к чему готовился, было достаточно сложно контролировать. А вот в этой новой роли он ближе и потому больше под контролем. Вот, собственно, этим и диктовалось его назначение. А что дальше, увидим. Сейчас он, когда вернется, его будут серьезно и глубоко просвечивать и сканировать со всех сторон. А что он там замыслил? И не закрались ли у него какие-то
неправильные мысли. Если они и закрались, а они почти наверняка что-то там зашевелились, но пока не появится вот какой-то внешний символ, типа того, что мы говорили в начале, который бросит прямой вызов, выходец из элиты, элиты не эмигрантской элиты, который бросит прямой вызов Зеленскому и скажет: он вас завел в катастрофу, а я вас поведу в будущее. Буданов активности не проявит, но будет к ней готовиться. Угу. Вопрос от Алексея. Когда Украина будет отдавать долги? Безнадежно никогда. Почти все долги безнадежны и будут или списаны сразу, или реструктурированы, а потом поэтапно списаны. Ну, там продолжают пользователи. И вы плохо относитесь к долгам, тогда зачем вам жить? Ну, как бы такая территория. Пусть об этом думают те, кто давал. Кстати, в подавляющем большинстве, вот все последние 4 года, а даже еще до того немножко, но все последние 4 года наверняка, все, кто давал в долг, не рассчитывал на возврат. Угу. Значит, так, ну, там как бы вот разные приходят в чат трансляции, да, и говорят, что называют вас не пацифистом, да, вы же пацифист. Миротворец и христианский пацифист. Да, обычно я вначале это говорю, но теперь вот в конце напомню. Да, а тут залетают, говорят: вот, русские, там, нацисты, напомни, Станкевич, что твои советские прадеды делали с немецкими захватчиками на своей земле. Мол, тоже с тем намеком, что и украинцы делают. Совершенно разная природа конфликта, при всем том, что наследники идейные нацистов и продолжатели их практики в Украине присутствуют, несомненно, и действуют. Вот. И я считаю, что вот эта чума, а точнее вот сейчас, поскольку проявился политический понос такой на территории Украины в виде массового заболевания депутатов поносом, диареей, я это называю мозговая диарея. Вот мозговая диарея в виде этой бандеровщины, она присутствует. И здесь не может быть компромиссов, и не может быть какого-то диалога, потому что, да, пепел наших предков, да, стучит в сердце. И эта война будет довоевана, а не решена дипломатическим путем. Но я ни в коем случае не свожу всю Украину вот к этой бандеровской мозговой диарее. Она будет преодолена. Она была занесена не случайно, и она будет преодолена. Считаете ли вы причиной современных конфликтов капитализм, Сергей Борисович? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Капитализм абсолютно естественная, необходимая крайне стадия, не вечная, но крайне необходимая. Вот. И да, материальный интерес, предпринимательство, дух предпринимательства абсолютно необходимая стадия вот нашего общего развития. Понятно, что в будущем капитализм за ненадобностью отпадет. И, кстати, это будущее удивительным образом к нам приближается в виде вот этого самого робототехники. Вы посмотрите на роботы, которые продемонстрировал сейчас Китай в ходе новогодних празднеств. Просто посмотрите на это. На эти массовые выступления роботов с акробатическими этюдами. Значит, когда будут работать роботехнические комплексы под управлением искусственного интеллекта, тогда присутствие человека в материальном производстве потеряет большой смысл. Конечно, он там будет присутствовать, но очень ограниченно. И все менее существенно будет присутствовать в процессе производства. То есть капитализм как способ зарабатывания денег в обмен на произведенный товар, он потеряет важнейший смысл. Но он будет естественно, эволюционно преодолен, а вовсе не так, как предлагали большевики, которые совершенно не мои люди. Они пытались пришпорить ход истории. Они пытались штыком и наганом загнать
человечество в некое мнимое счастье, и это было неправильно. Это было преступление против истории. Нельзя таким образом делать. А вот сейчас, да, вот пойдет, дай бог, вот этот вот технологический прогресс, который поменяет всю производственную и предпринимательскую сферу, делая ее все менее и менее нужной. Но это будет мирно, и это будет органично. Вот органичность – это крайне важное требование к любому человеку, который начинает утверждать: я знаю как, и я вас всех организую и в какое-то будущее поведу. Действуй органично, не против природы, не против истории, не против географии. Иначе себе шею сломаешь и людей подведешь. Так, по поводу истории врывается к нам Игорь и говорит о том, что вот СССР были союзниками Гитлера, подзабыли все, Шелест, напомни про пакт Молотова-Риббентропа. Ну, это вы как историк, это вам там как это давно преодоленная, пережеванная, да, история, это все известно, там все эти пакты заключались, начиная с Мюнхенского пакта, когда там сдали Чехословакию, и продолжая. Были договора, подписанные практически всеми странами. Советский Союз остался последним. Более того, весна 1939 года, господи, да посмотрите вы, весна 1939 года, последняя попытка Советского Союза, Британии и Франции. Давайте еще, по всем нашим данным, вот война грянет достаточно быстро. Ох, как у нас интересно. Давайте пакт о взаимной помощи заключим. Советский Союз с Францией и с Британией. Отказали ведь? Да, нет. Смотрите, тут же какая интересная история. Тут развернулась наша беседа. Люди спрашивают, за что Ельцин любил Станкевича и где золото партии. Вы, как человек сведущий, должны знать. Нет, где золото партии я не знаю. Вот этот, да, миф как-то бессмысленен, как предмет нашей беседы, высокоученый. Что касается Ельцина, да, так получилось исторически, что вот когда Ельцин стал вдруг главным в Москве, да, я был уже историком, я уже работал в Академии наук Советского Союза, я уже был кандидатом наук, я защищался по парламентам и политическим партиям, выборам и всему остальному, и писал на эту тему статьи. И вдруг появляется вот такой вот Ельцин, который начинает тут громыхать с трибун и призывать к радикальным переменам в тогдашнем Советском Союзе. А я-то думал, что я вот так в Академии наук и до пенсии поработаю. Ну, может быть, до академика дорасту. Вот. А тут появляется Ельцин, и открывается совершенно новая возможность, новая перспектива. И мы начинаем вот в интеллигентских таких кругах всячески поддерживать то, что он делает. И тут вдруг его низвергают, берут за шиворот и низвергают с вершины партийного Олимпа. Не нужны нам тут бунтари и революционеры, сказала тогдашняя коммунистическая партия. Вот. И снимают со всех партийных постов. Но мы, естественно, как бы вот начинаем протестовать. А низвергнутого Ельцина в Москве, наоборот, начинаем поддерживать и потихоньку превращать вот в такого лидера низового демократического движения. И это получилось. Мы как бы нашли общий язык. Получилось. И вот я и некоторые другие люди, которые вот в этот момент низвергнутого Ельцина поддерживали и прошли с ним весь путь до власти, мы считали себя соратниками, и мы считали, что мы имеем право больше права говорить ему в лицо все, что мы думаем, как-то его предостерегать, как-то его настраивать на верный путь. А он с какого-то момента, да, посчитал, что ему не нужны соратники, а ему достаточно функционеров, которые совсем согласны и которые ни в чем не возражают. Друзья, это обычная эволюция любого лидера. Всем большое спасибо за то, что побывали в нашем сегодняшнем эфире. Сергей Борисович, благодарю за время и мысли. Я вас также благодарю за вопросы. Я благодарю аудиторию за активное участие, даже и за интерес к моей персоне, что неожиданно. Приходите в мой телеграм-канал «Станкевич объясняет». Мы продолжим наше общение. Я очень заинтересован в расширении именно украинской своей аудитории. Друзья, берегите себя. Всем добра и света.
Увидимся обязательно. До скорого. Мира и благополучия.